Какого производителя выбрать ноутбук? На самом деле вопрос довольно неоднозначный, так как уже достаточно давно существует определенное количество производителей, которые, во-первых, хорошо зарекомендовали себя на рынке и уже долгое время держат лидирующие позиции, а во-вторых, у каждого из них есть свои фанаты, поклонники, которые находят что-то привлекательное и свое в каждом из них. Ошибочно сейчас будет полагать, что ноутбуки каких-то определенных производителей самые лучшие, а других нет. На сегодня практически каждый известный бренд, подчеркиваю, известный, очень упорно работает над улучшением качества своей продукции и старается быть, если не впереди, то хотя бы на уровне со своими конкурентами, выпуская свои удачные проекты и запуская что-нибудь абсолютно новое и шедевральное. С такой конкуренцией, как сейчас, им просто непозволительно сидеть сложа руки или делать свое устройство довольно посредственно. Да, случаются неудачные модели, идеи, но они случаются со всеми компаниями без исключений. Нашим же людям, как правило, как хочется, хорошо и не задорого, а производителю приходится решать эти хотелки путем удешевления продукта, если не в железе, значит в чем-нибудь другом. А потом у нас корпус прогибается, экран неяркий, покрытие не то и все тому подобное. В общем, друзья, сегодня познакомимся с вами со всеми ведущими производителями ноутбуков и немножко поговорим о каждом из них. Вы на канале Devite и обязательно подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны, ставьте лайки и начинаем. Самые востребованные сегодня бренды на рынке ноутбуков, которые чаще всего запрашивают клиенты, это HP, Hewlett Packard, Dell и Lenovo. Чуть реже запрашивают ноутбуки от Apple и Asus и совсем мало от Acer, хотя у них есть хорошая линейка Swift, которая пользуется большой популярностью на рынке. При этом это лишь серые показатели, и как многие из вас знают, все зависит исключительно от того, насколько хорошо вы знаете и умеете выбирать себе технику. И именно поэтому я постоянно рекомендую пользоваться сайтом eCatalog и использовать его инструменты во время подбора абсолютно любых устройств, в частности того же ноутбука. Бренды это, конечно, хорошо, но если конфигурация будет подобрана некорректно и не для тех задач, то работать будет одинаково плохо как Dell, так и Lenovo. Огромное количество фильтров от размера экрана и процессора до количества памяти и типов разъемов. Поиск лучших предложений с горящими ценами в магазинах на рынке России, Казахстана и Украины. Идти в магазин или звонить тому же консультанту нужно подготовленным, и лучше всего знать, что ты выбираешь, и иметь несколько вариантов про запас. Ну а по брендам сейчас, как и обещал, расскажу. И начнем мы с HP, Hewlett Packard. Огромное количество разнообразных модельных рядов, и чаще всего как конечники, так и частные или госпредприятия предпочитают брать себе в пользование именно ноутбуки от HP. У них достаточно сильный бизнес-сегмент, линейки ProBook, EliteBook, ZBook и Envy. Также есть из бюджетного сегмента серии 15C, 250G и, понятное дело, игровые от Pavilion или Omen. Общими чертами всех ноутбуков компании можно назвать надежность и добротность исполнения, за это, собственно, их чаще всего и берут. Основные плюсы: у них иногда проскакивают привлекательные цены, качественные комплектующие, удобные клавиатуры и чаще всего хороший корпус. Из минусов я мог бы выделить в некоторых моделях, особенно с дискретной картой, это охлаждение, так как многие жалуются, что оно очень слабое. Но в то же время скажите мне, в каких ноутбуках сегодня оно хорошее. Dell тоже отличный и серьезный производитель. Наиболее популярными линейками ноутбуков являются Inspiron, Vostro и Latitude. Краткая характеристика: стильный современный дизайн, элегантность, повышенная надежность и безопасность. Все это про ноутбуки от Dell. Есть также свои ультрабуки XP и игровые G3, G5 и Alienware, конечно же. Если бюджет ограничен, пользователи чаще всего останавливают свое внимание на линейке Inspiron. Я же больше советую обратить свое внимание на Latitude или Vostro. Да, там ценники повыше, но для работы и личного использования это будет просто супер вариант. Основные плюсы: повторюсь, лаконичный и элегантный дизайн, легкий доступ к начинке. Если захотите добавить память или поменять накопитель, то с этим проблем не будет у вас абсолютно. Из минусов в основном это выше цена, чем у конкурентов при одинаковой конфигурации.
Lenovo. Казалось бы, да? Lenovo, но есть определенная каста клиентов, которые покупают ноутбуки именно от данного производителя, потому что именно сейчас на рынке чаще всего именно компания Lenovo может предложить ноутбук дешевле, чем у других производителей при идентичном железе, и это клиентов, как вы понимаете, очень подкупает. Да, качество железа ниже, особенно страдает сборка, корпус, тачпад и клавиатура, но дешевле ведь? Дешевле и такой же производительный? Конечно, значит пойдет. Чаще всего берут недорогую линейку IdeaPad, иногда даже раскошеливаются на ThinkBook. Также есть недорогие ультрабуки в сравнении с другими производителями серии Yoga Slim. Их прославленная надежность линейка ThinkPad, которую чаще всего используют на предприятиях, и, конечно же, игровой Legion. Плюсы. Выгодная цена и большое количество вариаций и конфигураций. Из минусов: качество сборки ниже среднего, более дешевые комплектующие, плохое охлаждение и материалы корпуса. Но есть ведь и другие известные бренды, которые в разы лучше, например Asus. Странно, но ноутбуки моего, кстати, любимого бренда покупают значительно реже, все потому, что, как правило, они зеркально Lenovo, дороже остальных при одинаковой конфигурации. При этом у них, как по мне, всегда ноутбуки были более стильные и современные. Хорошая сборка, качественный тачпад и клавиатура, причем даже в бюджетных моделях. У них, конечно, не такое обширное количество моделей, более доступные серии X500, S400, разные FXUM, ну с фантазией, как вы понимаете, у Asus все очень плохо. При этом есть и очень популярные линейки, например Ultrabook ZenBook и игровые TUF Gaming и ROG Strix. Основные плюсы — это качество материалов и сборки, стильный, как правило, дизайн, большой выбор тонких и игровых ноутбуков. Из минусов чаще всего завышенная цена и бывают траблы с охлаждением. Apple. Естественно. Наверное, единственный бренд, который не нуждается в большой рекламе, и все прекрасно знают его достоинства и недостатки. Популярна яблочная продукция своей собственной экосистемой, ради которой в основном ее и приобретают. Дизайном, который с каждым годом тщательно выверяется и доводится до абсолютного совершенства. По-настоящему качественным экраном, производительностью и хорошей автономностью. Все супер, но цена. Да, макбуки — это далеко не самое дешевое удовольствие. Их чаще всего приобретают люди либо для работы, где они выступают в качестве рабочего инструмента, либо те, кто просто хотят себе MacBook. Зачем? Не знаю, но так хочется. Их легкие и тонкие макбуки линейки Air и с новыми процессорами на M1 еще и капец какие производительные. Они отлично подойдут для специалистов, которые львиную часть своего времени проводят именно за клавиатурой, тем же программистам. Мощные MacBook Pro для более профессионального использования, лучший выбор для дизайнеров и контент-мейкеров. Но даже при этом при всем, помимо цены, у Apple есть и другие свои минусы. Например, на MacBook сильно не поиграешь, так как игр на macOS практически нет. Плюс это вам не дружелюбная винда с безграничными возможностями, это закрытая система со своими правилами и логикой. Нет, с костылями тоже можно поставить себе что-то там, но это будет гораздо сложнее и запарнее, чем на винде. Те, кто готов с этим мириться, как говорится, welcome. Acer. Я не просто так вспомнил про данную компанию в последнюю очередь, так как по опыту в продажах почему-то ноутбуки данного бренда приобретают реже всего. И, наверное, даже иногда лишь в качестве исключений. Означает ли это, что ноутбуки плохие? Сложно сказать. Если припомнить историю компании, то первые ноутбуки Aspire представляли собой небольшие и маломощные аппараты, основным достоинством которых являлась хорошая по тем временам автономность. Сейчас же под этой линейкой собраны ноутбуки самого разного плана, от классических ноутбуков до полнофункциональных устройств хорошей производительностью. Тем не менее, львиную долю ассортимента ноутбуков компании продолжают составлять именно портативные модели и разнообразные трансформеры, тот же Swift и Concept D. Также есть защищенные ноутбуки у Acer, линейка Enduro Urban и игровые Nitro. Основные плюсы — это большой выбор компактных, тонких и легких моделей, трансформеры и доступные цены. Из минусов — невысокая надежность и не всегда достойное качество сборки. Про MSI, к сожалению, не могу абсолютно ничего сказать, потому как в работе я с ними практически не сталкивался, следовательно, быть объективным и честным также не могу. Что я знаю, так это, что MSI выбирают исключительно в игровом сегменте за их высокую производительность, эргономику и удобную клавиатуру, но цены у них, конечно, высокие. Если вдруг кто-нибудь из моих зрителей хорошо знаком с данным брендом, то, пожалуйста, напишите свое мнение о нем в комментариях, я обязательно с удовольствием почитаю.
И последнее, вот вам несколько моих советов. Смотрите в первую очередь на характеристики. Не экономьте на экране и не берите самую дешевую модель. Если есть возможность, лучше приедьте в магазин розницы и посмотрите на него вживую. Напечатайте что-нибудь на клавиатуре, проверьте, как работает тачпад и насколько ужасный звук из встроенных колонок. Потратьте немного своего времени, потом же сами себе будете благодарны за такую педантичность. Друзья, я очень надеюсь, что видео вам понравилось и вы хоть немного доразобрались, какие производители бывают и в чем они хороши. Если это так, тогда обязательно не поленитесь и оцените это видео лайком. Также пишите в комментариях, какому производителю ноутбуков доверяете именно вы. Что думаете про Huawei и Xiaomi, стоит ли про них рассказывать или это не тот уровень. Подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны, обязательно жмякайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные и познавательные видео. А меня зовут Влад, вы смотрели канал DeWhiteU. До скорого!